Я рада приветствовать вас на нашем первом InfoBip Privacy Forum. Мы работаем на рынке мобильных коммуникаций 15 лет, и в 2020 году капитализация нашей компании превысила $1 миллиард США. Также за последние 12 месяцев свыше 5 миллиардов человек так или иначе взаимодействовали с нашей коммуникационной платформой. И то, насколько важно уделять внимание защите персональных данных, мы знаем очень хорошо. В сегодняшнее интересное время развитие технологий идет стремительными шагами, и иногда даже имея отдел DPO, compliance, квалифицированных сотрудников, не всегда можно отследить все тонкости изменений законодательства. Для этого нужны сообщества, где люди могут обмениваться опытом. Когда простой человек приходит в коммерческую компанию и хочет вступить с ней в какие-то отношения, так или иначе, эта коммерческая компания должна обрабатывать какой-то минимальный набор персональных данных, иначе не получится этих отношений. И вот эта компания, она становится оператором персональных данных в результате своей деятельности. Не потому, что она в каком-то реестре или нужны какие-то специальные требования, чтобы она и стала. Персональные данные – это в первую очередь баланс отношений, баланс прав и обязанностей между простым человеком и тем, кто эти данные обрабатывает. Иногда опосредованно, не прямо. И вот если в балансе этих отношений происходит усиление одной стороны, то автоматически ослабевает другая сторона. То есть если мы усиливаем положение прав субъекта персональных данных, немножко получается, что-то может произойти с правами бизнеса, правами оператора персональных данных, в данном случае вот, коммерческой компании. Мне кажется, мы обсуждаем одну из очень важных тем. Тему данных. Многие эксперты называют персональные данные новой нефтью. Любой бизнес, разумеется, должен всегда запрашивать, как на мой взгляд, право у пользователя на сбор персональных данных и дальше категоризировать эти персональные данные, для чего они используются, но, разумеется, используются для той или иной персонализации при обращении или идентификации пользователя. Мы всегда ориентируемся на получение согласий от субъектов персональных данных на такую обработку. И, кроме того, эти согласия они должны быть всегда, естественно, очевидны и осознанны, чтобы клиент, предоставляя такое согласие, всегда, конечно, понимал, каким способом, в каких целях его данные будут обрабатываться. Я сейчас вижу глобальную тенденцию, что все крупные компании стремятся к прозрачности процессов, и звездочки уже у практически всех компаний, если не сказать, что уже у всех, они ушли в прошлое. То есть пользователь уже явно видит, что его обрабатывают, с какими целями, и когда эта обработка будет закончена. Мы вообще, мне кажется, живем во время такого переломного какого-то этапа в мире, когда крупные IT-компании имеют больше власти, чем государства некоторых стран, и скорее всего, за счет данных, за счет того, что они понимают, как работает маркет, как мыслят люди, они могут предиктивно определить следующий шаг. И я считаю, что обработка персональных данных начинается в голове у фаундера компании, который принимает решение, какие данные ему нужны, как он их будет использовать. Обработка персональных данных вообще начинается с морально-этических ценностей человека, который принимает решение, будь то основатель компании или какой-то там менеджер или там сотрудник. Многие международные договоры устарели и не отвечают вызовам современности. Например, переосмысление требует Конвенции о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, которая была заключена в Страсбурге 28 января 1981 году. И с момента ее принятия прошло уже более 40 лет, а мир, как вы знаете, существенно изменился. Несмотря на принятие изменений к данному документу в 2018 году, его доработка требует дополнительных комплексных мер, направленных на усиление международного сотрудничества в области защиты прав субъекта персональных данных, в том числе в целях противодействия киберпреступности. Законодательство, оно всегда запаздывает. Главное, чтобы те изменения, которые вносились как на международном уровне, на уровне конвенций, как было правильно сказано, тоже важный
элемент, да, системы регулирования персональных данных, так и на национальном уровне в каждой конкретной стране, чтобы изменения, которые вносятся, были понятны и предсказуемы, да, чтобы соблюдался базовый принцип корректной регуляторной работы. Любой маркетолог, рекламист широко используют системы аналитики, которые, насколько я понимаю, функционируют как раз-таки на огромном объеме персональных данных. В любой маркетинговой системе есть персональные данные. Но если, конечно, это не какая-то система, связанная с позиционированием бренда, которая, в принципе, не относится к конечным людям. Если мы общаемся и коммуницируем с конечными людьми, наш посыл коммуникация с людьми, в этой системе, скорее всего, есть персональные данные в самых неожиданных местах. Важно то, как ты, как бизнес, предоставляешь этому конкретному субъекту свой сервис. Насколько качественный твой сервис, насколько он соответствует ожиданиям конкретного субъекта. И здесь возникает термин таргетирования. И здесь возникает термин, когда компании начинают изучать модель потребления, модель поведения субъектов данных. И вот эти две причины. Первое – это все-таки глобализация, да, это некий эффект экономии, когда мы стараемся переиспользовать типовые процессы, типовые сервисы, типовые функции на глобальном масштабе. И второе – это цифровизация и желание узнать больше о своих клиентах, о их операциях, о их поведении. А они, как триггер, заставляют государство реактивно реагировать и вводить все более и более строгие меры для того, чтобы хоть как-то защитить права этих субъектов. Есть инструменты, которые помогают пользователю принять решение, готов он доверять свои данные или не готов доверять данные, которые могут собираться в скрытом виде. Инвестиции в безопасность, да, они оправдываются, если мы рассматриваем комплексную безопасность. Потому что если мы говорим про безопасность перс-данных, это на данный момент просто необходимость для того, чтобы наш пользователь был уверен в том, что его данные должным образом обрабатываются, что они технически зона атаки труднодостижима, но не будем говорить, что абсолютно безопасных объектов в этом мире не существует. Современный человек, и в том числе его перс-данные, это современное золото, но если мы обратимся к истории, золото всегда надо охранять. Глобализация, цифровизация, суверенитет. Какие еще, может быть, есть критерии, проблемы, которые теперь у нас возникают в связи с трансграничностью бизнеса? Первыми ценности этих данных осознали, конечно, бизнесы, которые первые начали создавать сервисы, накапливать эти данные, использовать в своих целях. Затем с отставанием, как мне кажется, вот эта реактивная реакция, которую упомянули коллеги, их ценность стала осознавать государство и проявлять все больше внимания к регулированию этих вопросов. И, наверное, еще в процессе мы находимся того, как третий актор в этой схеме, сами субъекты тоже начинают все больше понимать, какую ценность и риски создает для них использование данных. Все-таки, когда мы говорим про цифровые платформы, про компании, экосистемы, тут нужно понимать, что компаниями обрабатывается огромный массив данных. Мы даже говорим не только о персональных данных, а вообще в контексте всего понимания данных. Поэтому одним регулированием законодательным тут, конечно, сложно тоже обойтись. И вопрос этики здесь поднимается очень серьезно. Как и этика в отношении как и данных, так и его технологий, как этика по регулированию систем искусственного интеллекта. На самом деле, в рамках искусственного интеллекта мы чаще всего говорим не про персональные данные, а про разного рода аналитику и такие агрегированные данные, у которых, по всей видимости, вообще должен быть другой режим. И к ним должны, по всей видимости, опять же, применяться более, может быть, бизнес-ориентированные, что ли, подходы с точки зрения регулирования. Всегда следите за тем, куда вы что отправляете, доверяете вы этому контакту, не доверяете этому контакту. Это самое первое и главное правило, потому что не надо оставлять свой цифровой след там, где его не надо оставлять, чтобы потом горько об этом не пожалеть. Стоит просто, прежде чем отправлять какие-то данные о себе, стоит задуматься, зачем вы это делаете.
Пришла проверка, и как раз выяснилось, как обычно выглядит, инспектор приходит, просит, пожалуйста, откройте свою кадровую систему, будь то SAP HR или 1С, в том случае это была система 1С, не имеет значения. Покажите сотруднику номер 10, 12, 15 и, пожалуйста, предоставьте по ним, собственно, всю документацию, в том числе согласия, подписанные на обработку персональных данных. Так как наш клиент внедрил систему электронного документа оборота кадрового и корпоративного в нашу систему, то, естественно, он хотел предоставить электронные согласия, подписанные этими работниками. Но вот незадача оказалось, что 2 из этих 3 работников согласия подписать не успели. А если сотрудник отказывается подписать согласие, что нам делать? Мы можем уволить его? Прежде всего, нужно оценить ситуацию. Если мы можем обрабатывать персональные данные без согласия работника в соответствии с требованиями части 1 статьи 6 или иных исключений, требующих согласия работника, то мы продолжаем обрабатывать эти данные, и отказ в предоставлении согласия не является основанием для увольнения. В том числе нужно не забывать, в момент сбора персональных данных мы обязаны проинформировать работника о юридических последствиях отказа в предоставлении таких данных. Основная проблема – это все-таки граждане, большей части, они добровольно все отдают, не вникая ни в какое существо, и поэтому очень трудно бывает потом доказывать, что их обманули, что хотели использовать их данные как-то вопреки их интересам, потому что, да, они говорят, а мы так полагали, мы не вдавались в подробности, зачем такое количество персональных данных. Граждане передают всякие разные данные, допустим, человек хочет купить в магазине автомобиль, ему всего лишь навсего надо уточнить цену, как, например, Крольф. Значит, требуется огромное количество персональных данных и семейное положение. А я еще не решил, куплю или нет. Мне просто нужно посмотреть на эту цену. И поэтому очень многие ведутся на эти, все-таки не задумываясь, для чего им эти данные нужны, отдают все данные. В результате в силу недобросовестности, в том числе и операторов связи, которые совсем не нужны эти данные, они имеют факты утечки. Ну а дальше уже персональные данные гуляют. Если вы обращаетесь через мобильное приложение, то есть очевидно, что эта зона называется авторизованной, и чат-бот знает достаточно большой объем информации о вас, но использует исключительно по назначению. Это зависит от того, что вам нужно. Данная конференция посвящена приватности данных, и мы очень довольны результатами этой конференции, потому что нам удалось собрать на одной площадке как представителей бизнес-сообщества, так и экспертов, практиков, которые работают непосредственно с этой темой. Достаточно динамично меняются технологии, и, как мы видим, даже если мы берем компании, которые делают относительно похожие, предоставляют похожие сервисы, как мы, никто никогда эту тему не раскрывал. И, в общем и целом, каждый черпает информацию из тех ресурсов, которые ему доступны, но собрать именно экспертное сообщество в одном месте – это был, во-первых, изначально достаточно амбициозный план, и, как мне кажется, так никто раньше не делал. Наша задача совместить потребности бизнеса, рамки законодательства и здравый смысл. Сейчас в современном мире клиенты в широком смысле хотят большой персонализации предложений для них. Персональные данные – это очень дискуссионная тема. Закон принят достаточно давно, активно были такие вот волны интересов к нему, примерно с 5-летними такими вот перерывами, когда вводились новые нормативы, и внезапно все такие: о, нам надо что-то с этим делать. До этого можно было немножко так в пассивном режиме, а сейчас нужно уже точно что-то с этим делать. Мы здесь предоставляем такой вот снимок 2021 год, 4-й квартал. Что сейчас? Какие мнения? И вот то живое общение участников и участников дискуссии и зала, и причем это не просто частное мнение, а это мнение и официальных органов, это мнение опытных людей в бизнесе. Вот это самое ценное, и мы очень рады это все принести нашим клиентам и любым интересующимся людям тоже.